Снова здравствуйте! Мы по-прежнему в Армении, и сегодня мы готовим армянскую хашламу. А какую именно хашламу и по какому рецепту нам расскажет Григорий. И научит меня готовить это блюдо. Ну и, следовательно, вас тоже. Приступим? Здравствуйте, дорогие друзья, близкие. Значит, мы сегодня будем готовить хашламу. Хашламу по-ишмиадзински можно назвать. Хашлама – это армянское блюдо, но в каждом регионе делают по-своему, да. И разные как-то рецепты есть. У меня есть свой. Я хочу сегодня показать, как он готовится. Для того, чтобы готовить хашламу, его главный ингредиент хашламы – это мясо. Вот мы взяли мясо, хорошее мясо, говядина, уже порезали, помыли, приготовили. Мы будем делать хашламу с картошкой. Бывает без картошки, бывает с картошкой. Мы будем делать с картошкой, так как весна вышла только картошка молодая. Вкусная. Очень вкусно получится. Давайте И помидоры. помидоры. Кстати, в Армении очень вкусные помидоры. Помидоры, значит, болгарский перец, лук репчатый и зелень, конечно, без этого никуда. Приступим? Да. Приступаем. Гриш, ну команду, с чего мы начинаем? Ну и все, мы приступаем к делу. Значит, мы начинаем процесс приготовления с лука. То есть начинаем резать лук. Я хочу эту почетную работу уступить мое место к тебе. Понял. Значит, Давай лук, доску. да, лук режешь или кольцами, полукольцами, как удобно. Я думаю, полукольцами удобно, режешь полукольцами. Хорошо. Все, лук порезали, сейчас берем кастрюлю. И туда вот этот лук одним слоем ложим туда. Масло не добавляем? Нет, это блюдо готовится без масла. У нас диетическое блюдо, чисто без масла, без никаких холестерина. Здесь нету. Эшмиадзинский вариант, да. Да. Отлично, все как мы любим. Много мяса, много овощей, зелени. Сейчас следующим этапом то же самое делаем помидорами и болгарским перцем. То есть вот я тебе покажу, ты знаешь уже. А помидоры какая. тоже полукольцами? Да, нет, помидоры с кольцами. Давайте, да, я одну порежу. Вот. Продолжаем. Продолжайте. И, как я понимаю, теперь мы помидоры выкладываем на... Да, помидоры вкладываем, после этого переходим на болгарский перец. Значит, вот так, красиво, аккуратно, вот так, кольцами крадем помидоры. Много не бывает. Она дает очень вкус, дает отличный вкус получается, особенно когда помидоры эшмиадзинские, сладкие, как мегар. Действительно сладкие. Это вам не турецкие какие-то, безвкусные. Так вот, смотрите, получилась какая красота. Сейчас режем болгарский перец, 3 Как штуки. режем? То же самое, кольцами, вот так. И теперь кладем То же перчик. самое перчик, вот так. Слой перчика. Да, вот слой перчика. Ну все, готово, уже красиво. Да, Смотрите, как почти по-летнему. готов, да. Почти готово. Почти готов. Все. Я поставлю один острый перец и так. Он дает И вот остроту. целиком. Целиковый, да, не будем резать, целиковый поставим. Я буду кушать или с Григорием покушаем, он острый. Все ставим сюда и переходим к мясу. Кладем мясо. Да, уже начинаем, все, мясо кладем сюда. Вот скажу, разные люди, кто рецепт делает, да, они берут, мясо ложат, потом солят. По слоям, да, которые. Но чтобы получилась соль. Равномерно. Равномерно мы мясо просто посолим и все. И он вкус общий получается, общий хашламу получится по вкусу мяса, соли. Мы сейчас переступаем, посолим, потом поперчим и все, лишних других приправ не надо, потому что у нас вот главная приправа. Зачем Источник другие? витаминов Да, и здесь долголетия. Да, и притом они натуральные.
И Ничего свежие. там нету, никаких нитратов, ничего такого, чистое. В общем, солим и перчим. Да, солим, перчим, В всё. отдельной посуде, потом все переложим сюда. да. Гриша, мне что делать? Галь, пока я буду перчить, солить, я тебе даю задание, чтобы чеснок почистил, зубчики достал по зубчикам, и все. Это молодой чеснок этого года, его обязательно его надо, он не помешает. Значит, все по зубчикам почисти, пока я буду солить. Ясно. Все, Галя, мясо посолено, чеснок почищено. Значит, сейчас ставим мясо, кладем в кастрюлю, мясо, потом чеснок. Пока я кладу, я тебе скажу еще одно задание дам. Порежь зелень, вот так мелкими кусками, чтобы мы потом сверху насыпали Ясно. мясо. Наверное, вот эти зеленые стрелки тоже, да? Да, зеленые стрелки, это свежий молодой чеснок, он не помешает, он Вот так добавит. крупно или помельче? Ну, помельче можно, это по вкусу. Все, зелень готов, значит, у нас идет следующий этап. Сейчас мы ставим чесночки, мясо. Она лишней никогда не бывает. Такой вкусный запах у чеснока прямо. Потом вон Галя режет зелень. Мы добавляем зелень. Ну, все хватает, все. Хватает? Да, хватает. Еще, наверное, Положим базилик и цитрон. Цитрон. А давайте цитрон положим сверху на картошку для красоты. Ну, давайте. А вот сейчас это листики Да, листья, да, базилика. положите листики. Стебельки я не кладу, потому что они такие грубоватые. Да, да, нормально. И сейчас все это, то, что у нас лежит в кастрюле, мы сюда зальем пол-бутылки, стаканчик пива. Гриша, пиво обязательно? Не обязательно. Можно и без вот так ставить. Но это мой рецепт, я люблю пивом. Да, это называется с пивом. Но пиво обязательно рекомендую, если люди захотят пробовать вот этот рецепт, обязательно светлое пиво. Почему? Чтобы горечь не давал. Все. У нас готов почти хашлама. Мы ставим, значит, На огонь. на мелком огне ставим готовиться. После того, как будет готовиться, где-то час будет он. Когда мясо почти будет готово, Почти, да. Мы туда картошку, потому что картошка молодая, чтобы он не сварился, не развалился, мы потом положим в конце и все. Ясно. Ну, ставим на огонь. Да. Включаем газ. Ставим на огонь. И готовим под крышкой, наверное, да? Да, обязательно. Да, теперь ждем 45 минут, час. Мясо молодое, думаю, 45 минут хватает. И можем пить, выпить, пиво, отдохнуть, чуть-чуть ждать, пока будет готов мясо в полуготовом состоянии, чтобы уже перейти в финальную часть и готов. Ладно, я помою пока посуду. Ну вот час прошел, и теперь что мы делаем? 1 час прошел. Сейчас, 1 час прошел. Сейчас мы солим картошку и добавим туда, и еще ждем минут 20, и все, можно подавать. Отлично. Вот сейчас буду я солить его. Соль готов. Сейчас мы его положим, картошку, хашламе. И в конце уже, подскажу, уже как остается 5 минут, чтобы подать, можно сверху порезать еще зелень и туда добавить вот эту вкусняшку. Это цитрон. Да, мы хотели цитрон. Цитрон, да. Это цитрон. Все. Открываем кастрюлю. Ой, сколько бульона. Да, вот столько бульона вышло. Картошка была такую, я выбрал для хашлама, у нее очень большую, я просто их и пополам сделал, и все. То есть, если картошка большая, можно его 4 части. Ну, все. Сейчас поставим... Красивую травку. Пусть, да, травку Цитрон. сюда, пусть будет. И
все. И еще надо зелень порезать. Это попозже уже, когда будем, На готовый. пройдет минут 20 минут, уже на готовый порежем, чтобы он там чуть-чуть, как бы он такой зеленый цвет оставился, вот такой, и все. Сохранил краски. Сохранил, да, все. Еще ждем 20 минут. Да, еще ждем 20 минут. Близится к концу томительное ожидание приготовления нашего блюда. Вот Открываем. прошло, да, полчаса, сейчас мы проверим, картошка готова или нет. Сейчас вилкой прокнем. О, он уже готов, все. Сейчас мы сюда зелень порежь, пожалуйста, Галя. Порежь чуть-чуть сверху, 3 минуты прямо с зеленью, и все, можно подавать. Все. Хорошо. Зелень порезали? Зелень готова, порезана. Сейчас мы добавим сверху картошки зелень, и еще 5 минут можно подавать. Он все готов. Хорошо. Ну все, друзья, наше блюдо готово. Сейчас мы подаем к столу, чтобы попробовать. Но мы надеемся, что вам понравится ролик, и вот этот рецепт тоже вам пригодится. Вы приготовьте такое блюдо и будете угощать своим близким, родным и друзьям. Всем до свидания, приятного аппетита. И до новых встреч. И до новых встреч, да.